Все, друзья, последний день в Индии. Сегодня вечером мы с Рокси едем в аэропорт. Я сейчас иду в то кафе, которое мне нравится. Здесь через дорогу. Позавтракать, пообедать, позавтракать. Все вместе. Поужинаем, наверное, в гостинице перед отъездом. Да, я надеюсь, то кафе открыто. Мы вчера с друзьями приходили в него днем. Я там позавтракал, а днем мы пришли, хотели пообедать с Ириной и Сашей. Оно было закрыто. Мы пошли обедать в наш ресторан в гостинице. Вот. И на ту сторону. Сегодня, сейчас с утра машин, кстати, не очень много. Вот у нас есть, видите, винный магазин здесь. Прямо напротив гостиницы. Где наш ресторанчик? Вон он, наш ресторанчик. Эсторант, правда, написано. Кто-то украл у них букву «Р». Вот, видите. Открыт. Такое тали сегодня. Я уже заказывал его в прошлый раз. Ну, когда первый раз приходил в это кафе, у меня были кусочки масла. А, вот оно что. Сейчас они масло сами намазали типа на лепешки. В прошлый раз, видно, не успели сами намазать и принесли мне отдельно масло. Это папад. Раньше я покупал просто в супермаркете полуфабрикаты, жарил у себя во Вриндаване. Да, вкусно. Можно вот так раз и сюда. Место пользуется популярностью на самом деле. Возвращаюсь в гостиницу, буду собираться потихоньку. Надо будет еще там видео доделать. Ролик. Прощай, Махипалпур, Дели. И вообще Индия. Сегодня солнца нет, поэтому не так жарко. Это хорошо. Может быть, и дождя не будет, так не будет так влажно, когда мы поедем. Громче всех гудят автобусы, конечно. Вот Канара Банк, и напротив сразу наша подворотня. И видите сразу надпись Ашока отель. Hotel Ashoka Palace. И вон стрелка, что надо пройти еще туда 15 метров. И вот он там слева красная вывеска Ашока отель. Вот собираюсь, друзья. Упаковываюсь. Скоро ехать. Осталось буквально несколько часов в гостинице. Роксичка умывается перед дорогой. Умываешься перед дорогой, да? Да, хвостик надо почистить, конечно.
здесь откроем. Вот так. Только ты давай не будешь выходить, ладно? Договорились, Рокси? Ты не будешь выходить. Некуда идти тебе пока что. Вот, друзья, мы на железнодорожном вокзале. Это центральный вокзал в центре Ташкента. Вот, приехали. Сразу из аэропорта и поехал. В аэропорту поставил сим-карту, сделал регистрацию телефона. Ну, вот так вот за всеми этими делами прошло время. Ну и все равно вот здесь приходится ждать у нас. Поезд в 8 утра, а сейчас 6. Вот еще 2 часа нам сидеть. Куда ты собралась, Рокси? Куда ты пойдешь? Пойдешь по Ташкенту гулять? Нет, она умная кошка. Она никуда не пойдет. Реально, она меня понимает с полуслова. Я сказал, куда ты пойдешь? И она никуда не пошла. Хоть у нее дверца открыта, пожалуйста, иди гуляй. Ну, как бы. Она может так подумать, что она может пойти гулять. Но она не хочет. Она поняла, что ей некуда идти. Лучше она посидит со мной. Еще 2 часа до поезда, потом 5 часов в поезде. Долго. Вон магазинчик открылся, смотрите. Солнце встает. Сейчас будет здесь жарко. Я сегодня вышел из самолета и офигел, прохлада наконец-то. Было, ну, наверное, меньше 20 градусов на улице и сухо здесь. Так хорошо. Потому что в Индии сейчас, даже когда вечером вы выходите на улицу из гостиницы, вот я выхожу из номера просто в коридор в гостиничный, и там баня, баня. Diqqat qiling, 94-chi Toshkent-Namangan-Andijon poyezdining jo'nab ketishiga 5 daqiqa vaqt qoldi. Yo'lovchilar marhamat, vagonlardan o'z joylaringizni egallang. Poyezd 3-yo'lda. Poyezdga chiqish to'xtatiladi. До отправления поезда 94-й Ташкент-Наманган-Андижан остается 5 минут. Просьба отъезжающих пассажиров занять свои места в вагонах поезда на 3-м пути. Посадка прекращена. Вот эти палочки Рокси будет есть в любых обстоятельствах. На, Рокси, на, иди сюда, на, кушай, облизывай. Вот такая там вкуснятина. Давай, ешь. Вот. Они жиденькие, она не пьет сейчас что-то. Зато она вот немножко сейчас. Давай. Вот так, молодец. Хорошая девочка. Давай. Еще давай, на. Рокси, на. Рокси, на. На, еще. Поехали. Рокси там в начале вагона в багажном отделении. Говорят, нельзя в салон. Можно было попросить, конечно, но ей там нормально. Там с ней проводница рядом сидит. Она спит, Рокси. Вот смотрите, какой красивый город Ташкент. Я, конечно, уже скучаю по Индии сразу. Я еще начал скучать по Индии в гостинице перед отъездом в аэропорт. Ну вот здесь, по крайней мере, кайфовая погода сейчас.
Хорошая погода. Вышел из самолета, прохлада. Наверное, меньше 20 градусов. Так хорошо и сухо. Ну, скоро так будет и в Индии, конечно. Через пару месяцев только. Сентябрь тоже такой же будет душный и влажный. Октябрь уже хорошо. Октябрь кайфово. В Индии, в Дели, на севере Индии хорошо. И на юге тоже. Привет, друзья, намасте, салам алейкум. Тихий райончик, в котором я поселился. Цветочки, деревья, очень хорошая погода. Ну, днем, наверное, около 30, может, чуть выше 30, 32. Но это не те 32, которые в Дели, когда влажность 95%. Здесь нету влажности, очень комфортно. Ходишь, гуляешь, солнышко. Ночью прохладно, ночью меньше 20 градусов. Не нужен ни кондиционер, даже вентилятор не нужен. Пока что вот так тепло. Здесь очень хорошо. Сейчас пойду туда в центр. Ну, как бы не в центр, а на рынок пойду и посмотрим, что там есть. Здесь вчера текла прямо река, как-то арык, типа оросительная канава для охлаждения. Почему-то сегодня нет воды тут. А вчера прямо текла речка, чистая холодная вода. Арбузы, дыни. Надо будет купить вечером. Арбузик. Вот они. Это не те маленькие, а мелкие арбузики, которые в Индии продают по 50 рупий за килограмм. И вот весь рынок. Там еще один магазин с той стороны, супермаркет. Ну и здесь небольшой рынок. Вот вино, водка. Магазин есть. О, какие хорошие помидоры. Я куплю помидоров, риса потом себе. Как в Индии продают рис из мешков, смотрите. Да. Салам алейкум. Да. Надо купить овощей и сделать себе сабджи. Смотрите, друзья, прямо около дома
У меня вот такое счастье вегетарианца. Правда, я вчера ел чебуреки с моими друзьями здесь, к которым я приехал. Картошечка. Картошечка. Все есть. Помидорчики. Да, все. Вот такой рынок. Небольшой, но он очень чистенький, красивый. Много всего. Много. Вот магазин есть. Coca-Cola Market. Вот. Тоже помидоры есть. Капуста. Вот такие лепешки мы вчера покупали с моими друзьями, ели. Вот такие, такого типа. Это запах какой. Традиционные лепешки узбекские. Кола, пепси. Все есть. Миринда, Липтон, это чай. Вот как в Турции продают. Чай, холодный чай. Я сегодня проснулся утром. Тишина. Тишина, знаете, аж в ушах звенит. Я отвык уже от такой тишины в Индии. Погода хорошо, сухая погода. Тепло, сухо. Вечером прохладно. Вот салон красоты есть, смотрите. И какой-то магазинчик тоже. Я вот подумал велосипед здесь где-то, какой-то велосипед приобрести. Посмотрю, насколько здесь останусь. Смотрите, какая здесь замечательная дорога. Для велосипедиста просто супер. Получается, в каждой стране у меня по велосипеду. Ну, турецкий велосипед я продал. Да, продал. И сейчас бы вот тот турецкий велосипед здесь. И можно всю Фергану объездить. Она, смотрите, ровный город. Гор нету. Вот этот. Ну, в смысле, там есть горы вокруг города. А сам город, он долина. Это Ферганская долина. И он ровненький такой. Вот здесь рай для велосипедиста. В Индии там жесть, конечно, для велосипеда. Вас там скинут в канаву в какую-нибудь и не заметят. Я когда во Вриндаване выезжал на велосипедике на своем, я думал, ой, хорошо. Ну, когда обратно возвращался домой, думал, слава богу, живой вернулся. Вот такое было состояние. Вон парень на велосипеде едет, видите. Хорошо. Правостороннее движение здесь. Я уже в Индии за полгода привык к левостороннему. Буду влево жаться всегда. Первое время. Вот слева есть стоматология. Видите, друзья, клиника стоматологическая. Не знаю, работает она или нет. Но вот мне бы надо было бы сходить к стоматологу. С 16:30 до 19:30 что-то написано. Тут такой момент был интересный. Если вы прилетаете, друзья, в другую страну, в Узбекистан, еще куда-то, обязательно внимательно с этим. Да, потому что у меня произошел такой случай в Ташкенте. Мы прилетели, естественно, сразу там паспортный контроль. Ну и я, значит, на паспортный контроль прошел этот контроль. Меня сфотографировали там, как обычно, на веб-камеру. А паспорт взяли, посмотрели, что-то он там записал. И все, говорит, все, проходи. Я прохожу. Естественно, в паспорт я не заглянул. Что там он мне сделал в паспорте, поставил печать какую, куда, на какую страницу. Я беру кошку, кошка со мной там в правой руке, в левой паспорт. Выхожу из этого паспортного контроля, из этой кабинки. И сразу здесь на выходе там магазинчик, где продают сим-карты. Я такой, о, хорошо, думаю, куплю себе сейчас сим-карту. Сразу, чтобы быть на связи. Хоть какую-нибудь. Подхожу к этому продавцу, говорю, мне нужна сим-карта. Выбрал тариф, он мне говорит, ну давай паспорт. Паспорт нужно, чтобы взять сим-карту. Он берет мой паспорт, смотрит долго на него, листает. У тебя, говорит, еще есть какой-то паспорт другой? Я говорю, нет у меня другого, вот этот паспорт один. Он говорит, а у тебя печать где? О, въезде в страну. Я давай листать свой паспорт. Все страницы перелистал по 3 раза. Печати нет. В общем, мне забыли поставить печать о въезде в страну, представляете? И это огромная удача была, что я пошел покупать сим-карту. И этот парень, продавец сим-карт, он попросил мой паспорт. И увидел, что там нет печати. Он мог бы не проверять, есть там печать или нет, да? А он проверил, а там печати нет.
У меня были бы очень большие проблемы, друзья, если бы я вышел из аэропорта без этой печати. Я бы и не знал, что у меня нет этой печати. Я бы вообще не знал. Я бы обнаружил, наверное, только когда пошел на регистрацию. Ну, надо сделать здесь регистрацию пребывания в паспортном столе. Представляете, какой косяк? Я возвращаюсь туда, где паспортный контроль. Там какой-то парень, вижу, в форме. Я говорю, простите, говорю, мне печать не поставили. Он такой берет мой паспорт, действительно не поставили печать. Да, ничего, говорит, не проблема. Ага, не проблема. Ну, в плане того, что забрал он мой паспорт, и через 5 минут его мне отдал, и они уже поставили печать. Вот так вот бывает. Очень внимательно смотрите, поставили ли вам печать о въезде, друзья. Потому что визы не надо, визу никто не проверяет, и они просто могут забыть шлепнуть эту печать. Вот в безвизовых странах надо обязательно проверять, поставили ли вам печать. Там, где визы, там обычно всегда не забывают они ставить печати никогда. В Индии, ну, такого не было. А здесь, ну, без виз, да, то есть ничего вроде как записал там, отсканировал этот паспорт и все. А печать поставить забыл. А у меня были бы здесь большие проблемы потом. Я даже не знаю, насколько большие эти проблемы были. Как потом эту печать поставить? В аэропорт ехать опять возвращаться, искать туда. Тут ты туда не пройдешь, в это место, где паспортный контроль. Ну как, там тебя не пустят просто туда. То надо там кому-то объяснять, что мне не поставили печать. Как ты потом докажешь, что ты приехал? Это надо вот эти билет, там посадочный талон. А вдруг ты выбросил уже посадочный талон? Что делать тогда в таком случае? То есть ты в стране, а когда ты приехал, вообще неизвестно. Ну, естественно, там в базе данных это есть. Пока они там найдут в этой базе данных, то и будут проблемы, конечно. Становится так жарковато, но сухо. Я думаю, сейчас где-то градусов 30 здесь. Так это же шиповник. Друзья, смотрите. Это шиповник, как во Владивостоке. Его там много за городом. Вот он. Какой красивый шиповник. Помню, мы с Мишей там ходили под Владивостоком. Ели шиповник этот. Привет, ты кто? Маленькая птичка. Маленькая птичка-попугайчик. Это девочка. Девочка. Да, девочка. Да? Вот так вот надо сначала крышечки отрезать. Может, это, ну, это дать доску? Не. Нет. Потом вот так. Это у нас как намадида смарасма. Вот так. Надо вот так. бить. Надо бить. Вот. Ага. Можно 4 метра кусочек. Можно 6. Вот мы почти 6 сделаем, чтобы красиво было. Нет. Ну, там может. И бычак. Что это? Что заражили? Жарко. Когда сезон для дынь самый? Август. Август. Тут время. И для- Как раз сейчас, да? Но я видел и в январе продают, вот когда я приезжал сюда, Продают, они в уже Ташкент, не то, не то. в 96-м году, но не то, да? уже? Вкус не тот. Ага. Друзья, вот это дыня настоящая. Да. Узбекская. Это настоящая по вкусу дыня. Сладкая. Да. Ну, В Индии последний раз я спрашивал, сколько арбуз стоит. Он говорит, 50 рупий. 50 рупий килограмм. Килограмм, 50 рупий. Это 80 рупий доллар стоит. То есть почти Я доллар. в мае арбуз брал за 20 тысяч. 20 тысяч. 20 тысяч, да. В мае. Большой арбуз. Большой, Весь такой, 20 тысяч. да. Не килограмм, а весь арбуз 20 О, тысяч. большой. За 25 тысяч я взял. 25 Племянник. тысяч это 9 мая. 2 доллара. 2 доллара. 9 мая. Асу тоже Уже дайте. 9 мая поспел. Асу тоже дайте. Да, 2 доллара за огромный арбуз. Да, арбуз полезно очень для Это почек. один корейский день один. Корейский скажи. Корейский. Напоминаю, друзья, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал, на наш телеграм-чат. Все ссылки вы найдете в описании. Также вы можете поддержать нас с Рокси донатом, отправив его по ссылке в описании. А я на этом пока с вами прощаюсь. Продолжение следует.